Давай сам поднимем. Аккуратно сюда. Дорогие друзья, всех приветствую, всем ассаламу алейкум. Вы сегодня на канале Шеф Готовит у меня дома в беседке. И сегодня мы с вами приготовим вот такую вот замечательную рыбку. Давно не было рыбы на канале. Будем готовить ее в тандыре. Ну а вам желаю приятного просмотра. Начинаем. Так, друзья, перед тем, как мы приготовим нашего сазана-гиганта, хотел бы вас познакомить с шеф-поваром Интоки. Он сегодня у меня в гостях. Проходи, Ислам. Всем ассаламу алейкум. Сегодня он будет моим ассистентом, ну или я его ассистентом, это уже роль никакой не играет. Главное, что мы сегодня приготовим для вас это совместно и вкусно. А также сегодня к нам в гости пришел наш самый драгоценный дегустатор, это Гусейн. Всем ассаламу алейкум, приветствую всех. Давненько его не было на канале, он занят очень интересным делом, сейчас у него идет подготовка, скоро у него соревнования, как только он выступит, вы обязательно об этом узнаете. Ну а если не узнаете, значит вам это не надо. Все, ребята, давайте для начала снимем вот эту чешую, она у него такая, как броня, сейчас покажем крупным планом.
таким вот макаром мы снимаем чешую с рыбы. На первый взгляд вам может показаться, что это сложно, но на самом деле это не так уж и сложно. Чешую уберем. Все. И никакая чешуя у нас по кухне не разлетелась. Посмотрите, друзья, оказывается, у нас икряная рыба. Сколько икры здесь. Так, друзья, вот такая вот приятная новость. Тут много икры. Сейчас мы будем аккуратно ее доставать. Помоги, Ислам, пожалуйста. Давай чуть попридержи. Рыба сюрприз. Мы сейчас аккуратно ее руками достанем. Вот. Посмотрите, друзья, вот здесь желудочный пузырь. Аккуратно мы сейчас его удаляем. Отделяем от икры. Так, убираем пленку, друзья, с икры. Она есть свежайшая икра, дорогие друзья. Вот так пленка довольно-таки нетрудно отходит. Но есть моменты, которые цепляются, но это нам не страшно. Работа, конечно, чуть такая, да? Визуально неприятная, но результат того стоит. Друзья, ну а пока я вожусь с икрой, Ислам организует нам чистую мякоть рыбы, удалит большие кости и подготовит ее к тому, чтобы закинуть в нашу тандырку. Все, приступаем тогда. Давай, Ислам.
килограмма 2, друзья. Чистое сазание икры, посмотрите. Ну а из этого мы приготовим котлеты икряные. Прежде чем от кости очистить, нам нужно будет помыть рыбу. Ислам, подожди. Ну Да. что ты мучаешься? Смотри, как надо. Вот и все по-взрослому, допустим. Рыба же взрослая, и общаться с ней по-взрослому надо. Все понял? А потом двигаюсь. Еще вдали. Так, Ислам, вот я тебе помогу немного замариновать рыбу. Сейчас я разведу томат с водой, а дальше уже специи ты сам добавишь. Соль, немного красной паприки и перец. Так, и оливки, и масло растительное, друзья.
раскладываем. Ну, давай. Крупные куски пониже, те, что поменьше, повыше. Здесь вот. Все верно. Эти маленькие можно. Ну, наверх надо. Вот целая наша огромная рыбина поместилась на такой вот замечательной этажерке. Сейчас следующий этап мы подготовим икру к тому, что будем жарить из них котлеты из икры. Это как его берем вот сюда. Так, друзья, половину икры мы убрали в холодильник на потом, а из половины оставшейся мы приготовим котлеты икряные. Добавим муку. Яйцо. Куриные у нас домашние курочки несут домашние яйца. На такой объем, тут у меня где-то может быть килограмм икры. На такой объем я добавляю 3 яйца. Вот сейчас соль, перец сам добавить. Масло. А ты, Ислам, возьми одну среднюю луковицу на шинку и тоже сюда же добавим. Прям так не стесняемся половником, чтобы лишнюю посуду не пачкать. А потом нам мыть за собой. Не забываем про это тоже. В наш замес не должен попасть крупный лук, поэтому стараемся помельче, так скажем, нашинковать. Друзья, ну все, погружаем нашу рыбу в мангал, говорю, в тандыр. Ислам, давай крышкой накроем. Сюда, вот туда. Друзья, у меня тандыр называется Дастархан. Такой замечательный тандыр вы можете приобрести с доставкой на дом у интернет-магазина «Шелковый путь». Ссылочку на интернет-магазин оставлю в описании. Переходите, заказывайте. Даже если вам не надо, можете заказать на подарок. Думаю, ваши близкие будут очень рады такому замечательному подарку.
А по промокоду «Шеф готовит» вас ожидает приятная скидка. Запомните, магазин «Шелковый путь». Ссылка в описании. Буквально за пару минут приготовили целую гору вкусных, полезных вот таких вот котлет из икры. Масло у нас закончилось, добавим. Друзья, я вам сейчас показал, как легко можно просто замариновать лук и заправить. Опа. Вау. Вот это, конечно, аромат. С дымком. Да. Бисмилля. Опа. Машаллах. Опачки. Ой, машаллах. Опачки. Опа. Посмотрите, друзья.
Такой вот шашлык у нас получился замечательный. Вот такой пропеченный. Машаллах, очень аппетитно выглядит. Так, украсим луком. Друзья, перед тем, как мы вам покажем картинку крупным кадром, хочу, чтобы вы представили себе вот этот запах у себя дома. Смотрите, друзья, мы приготовили замечательного, наисвежайшего каспийского сазана, который, грубо говоря, еще утром плавал где-то в морях Каспия. Приготовили его в тандыре. Вкусно мы его замариновали. Замариновали лук с уксусом и с кинзой. Так вы представляете, какой здесь сейчас стоит аромат. Просто вот этот шашлычный такой вот с дымком аромат лука и уксуса и вот этой рыбы сочной. Я просто не знаю, максимально стараюсь передать словами, но думаю, мне это не удастся и никому не удастся. Я вас от всей души прошу, не поленитесь, приготовьте это дома. А если вы ленитесь приготовить, приезжайте к нам в гости в Республику Дагестан, ко мне в гости лично, я вас приглашаю в мое заведение МТОКио. Буду рад вас видеть. Я там бываю практически каждый день. И у нас сейчас сезон туристов. Вы можете прийти сказать, что хотите меня увидеть, Мухаммада, вот так со мной увидеться, поговорить. Я только рад буду встрече с моей аудиторией. Так что приходите. И вот это сазана, я тоже думаю, мы с вами где-нибудь на дыбе найдем. Ну а пока вот там крупным планом снимаем. Ну, вот наш скромный стол из местных, как говорится, продуктов готов. Все, вам, ребята, приятного аппетита. Спасибо. Ставлю 7 котлеты себе. Так, кому салат? Так, Ислам котлету тоже, брат. Да. Прям вот так сдвигай, да. Не стесняйся. Так, приятного аппетита всем еще раз. Ну, пробуем, бисмилля. Я хочу начать с котлеты из икры. Так, берем дагестанский сыр, ставим между и такой бутерброд. Ну, это очень вкусно. Икра стоит, по идее, копейки. И вообще рыба это стоит. Вот такая большая рыба, я купил ее ровно за 2000 рублей. В ней еще оказалось около 2 килограммов икры. И все это, знаете, как это сезонное, это свежее. Сейчас сезон икры. Сезон вкусной, жирненькой такой рыбки. Так что, друзья, кушайте сезонные продукты и готовьте их вкусно. Ну, это безумно вкусно. На самом деле, вот ребята не дадут соврать. Да. Так скажем, словами даже не описать, скажи. Да. Если честно, я на днях кушал осетрину.
Этот сазан намного вкуснее, чем эта осетрина. Я реально удивлен на этот Мухаммад. Баркала, брат. Тут дело, знаешь, в чем? В чем? Не в рыбе, а в том, кто ее готовил. Вот, золотые слова. Ни грамм не сомневаюсь. А тут же вкусно, если честно. Да, ты давно так вкусно не готовил. Честно Я сказать, серьезно реально я так вкусно давно не готовил. Мгм. Просто на рыбу трогаешь, а рыба уже отдаляется от косточки. Отделяется, да, очень. Представьте, вот, друзья, как она пропеклась. Я не думал, что у меня получится такой нереально вкусный шашлык из сазана, приготовленный в тандыре. Бомба. Друзья, знаете, какой момент еще присутствует и играет большую роль? На самом деле так вкусно, давно я не готовил, ну реально очень вкусно. Шашлык просто атомный на вкус, нири просто нереально. Почему я давно так вкусно не готовил? Потому что я давно не готовил в тандыре. На самом деле, вот посмотрите на канале, давно нету видео в тандыре. Так вот, друзья, тандыр сыграл большую роль в приготовлении этого шашлыка. Рыба сама недорогая, получилось на $1 000 000 по старому курсу, по дорогому курсу. Так вот, друзья, если вы хотите готовить так же вкусно по моим рецептам, в таком замечательном тандыре, как у меня, то переходите по ссылке, которую я оставлю в описании. В этом вам поможет интернет-магазин «Шелковый путь». Ребята вам доставят в любую точку мира свой тандыр, а у них помимо тандыров есть еще и казаны, мангалы, посуда узбекская национальная. Да и по промокоду «Шеф готовит» вас ожидает хорошая скидка. Заказывайте у надежного интернет-магазина «Шелковый путь». Ну а на этом, друзья, я думаю, мы с вами не прощаемся, а говорим вам всего лишь до свидания. Я желаю мирного неба над головой каждого из вас, чтобы у всех было все хорошо. И самый ваш такой скромный стол был как минимум вот таким, как у нас. Крепкого вам здоровья, друзья, не болейте. Иншаллах, скоро увидимся. Знаешь, что я еще хотел сказать напоследок? Что? Я хотел напоследок вам сказать, чуть не забыл. У нас здесь работают, когда мастера, и они попадают в кадр, мы их за стол, как бы вы их не видите за столом, и пишите комментарии, вот не могли бы рабочего взять. Понимаете, рабочие, они немного скромные, им неудобно бывает, неловко на камеру в такой рабочей одежде, да? Вы должны это понимать. Я думаю, более-менее адекватный человек, он прекрасно понимает то, что если здесь готовят что-то, то обязательно это рабочий тоже покушает. Вы как себе представляете, мы здесь приготовили, рабочий это все видел, и мы их не покормили, но это же смешно. Поэтому пишите более-менее адекватные комментарии
И я, и мои родители обязательно покормят мастеров, которые работают там в огороде, там штукатурщики или там садовники, которые наводят красоту. Обязательно их накормят тем, что едят сами, тем, что мы сами едим. Поэтому, вы же, если адекватные, то я думаю, вы должны это понимать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте адекватные комментарии.